У этой орхидеи вообще не было корней, а сегодня у нее уже растет корень. И это не случайность, это результат правильного ухода. А сегодня мы этот уход будем усиливать, чтобы корни нарастали и нарастали. Эти два листика у меня остались после того, как загнили корни и часть шейки орхидеи Дикий Кот. Новой орхидеи, которую я купила зимой, и она была подморожена, очень сильно подморожена. Ну и в результате у меня получилась реанимашка с двумя листочками. Сначала, смотрите, пошел расти вот тот маленький листик, потом пошел расти вот этот корень. Орхидея у меня находилась в такой конструкции. Мы ее вместе с вами соорудили. Ссылочка на первое видео будет в конце этого видео. Переходите, посмотрите. По сути, я взяла, смотрите, литровую бутылку, разрезала наполовину, на дно насыпала керамзит. Он у меня постоянно был в воде наполовину. Смотрите, керамзит, видите, такой белесый оттенок имеет. Это от того, что находился постоянно в водичке. Далее, в этой верхушке у меня есть часть зубочистки, чтобы орхидея не провалилась в это горлышко. Вот так сверху я ставила эти два листа и еще закрывала их вот таким пластиковым стаканчиком пол-литровым. Все, вот такая у меня была конструкция. И орхидея так находилась дней 5. 2 раза в неделю я меняла эту конструкцию, переставляла листьями в воду. Как я вам говорила, иногда, чтобы реанимировать орхидею, надо сочетать несколько способов. Подобрать нужный. Здесь вот эти два сработали. И наполовину стакан заполняла теплой водой. И так у меня орхидея еще стояла дня 2. Через 2 дня опять возвращала в эту конструкцию, закрывала стаканчиком. И вот так по кругу я эту орхидею спасала. Сегодня мы будем с вами еще усиливать стимуляцию этой орхидеи, чтобы еще активнее пошли расти вот эти корни. А для этого мне понадобится имбирь. Я уже имбирную воду приготовила. Сейчас я вам покажу, как я это делала. Сегодня я взяла только пол-литра горячей воды, поэтому мне нужно 1 столовая ложка натертого имбиря. Имбирь я не чищу, прям так натираю. Натирается он легко, хорошо и достаточно быстро. Получается у меня 1 столовая ложка. И перемешиваю. И оставляем постоять минимум на 3 часа. Настаивалась эта водичка у меня по факту часа 4. Сейчас мы с вами ее процедим в стаканчик. И сделаем 2 стимуляции. Вот для этой реанимашки и вот для этой реанимашки. Процеживаю имбирную воду в стакан. Все, этого будет достаточно. И сейчас на несколько часов в эту имбирную воду я помещаю вот эти листочки, чтобы они напитались, обеззаразились. Про имбирь оставлю тоже ссылочку в первом закрепленном комментарии. Посмотрите, я вам рассказывала, это и шикарный стимулятор, который содержит в себе хорошие микро-макроэлементы, а также против заболеваний, особенно грибковых идет. Поэтому эти 2 листа у меня сейчас будут стоять, напитываться несколько часов. А я также приготовлю воду для опрыскивания. Тоже очень хорошо работает. Результаты уже есть, но о них я вам расскажу, конечно, в отдельном видео. Так, переливаю, процедила. И дальше я наливаю в любой пульверизатор. Кстати, в прошлом видео вас спрашивала, что можно еще с этой имбирной водой сделать, потому что иногда приготовлю и очень много остается. Вы мне рекомендовали компот смешать с сушеными яблоками. Я еще не готовила, но по рецепту звучит очень вкусно. Вот этой имбирной водой я сейчас буду опрыскивать реанимашку и какие-то ослабленные орхидеи. Если у меня препарат останется, этим же препаратом буду опрыскивать и завтра. Конечно, лучше всего применять свежий препарат сегодня, но мне так много не надо. Я в прошлый раз вообще готовила литр имбирной воды. Но сегодня я уже, конечно, столько не готовила, пол-литра, и то я вижу, что мне на все хватает. Так, это Дикий Кот наш стоит. А вот эту орхидею я буду опрыскивать. Вот так. Я опрыскиваю очень обильно. И для опрыскивания, если вы водой, например, опрыскиваете, берите теплую воду градусов 40. С теплой горячей водой очень хорошие результаты. Хорошенечко опрыскиваю сверху листа. И обязательно, что еще важнее, чем сверху листа, нам опрыскивать с вами листья именно снизу. Вот таким образом. Вот так. Обильно-обильно. Если у вас прохладно в помещении, хорошая влажность высокая, то обязательно точку роста и вот с пазухи листьев мы с вами промакиваем любым бумажным полотенцем, чтобы здесь жидкость у нас не застаивалась. И вот еще раз снизу листа с одной и со второй стороны. Вот таким образом, обильненько. Здесь тоже, кстати, можно все это опрыскать, оно моментом просохнет. Вот я опрыскивание провела, смотрите, пару минут, но вот буквально. У меня уже полностью стоит сухая орхидея, здесь тоже уже высохла. Поэтому я решила, знаете, как сделать. Все равно этот стаканчик будет стоять здесь пару часов.
На несколько часов, там на час, например, я вот этот листик добавлю этой реанимашки. Потом через часик я разверну, и вот этот лист у меня также будет стоять в имбирной воде и также будет напитываться. Думаю, эффекта будет еще больше, нежели я просто опрыскала. Хотя просто опрыскивание, оно тоже замечательно и очень хорошо помогает. Что касается сроков, как быстро идут расти вот эти вот корни на листьях орхидеи, на реанимашках. Знаете, бывает по-разному. Могут пойти как и через несколько недель уже нарастать корни, так и через несколько месяцев. Моя вам рекомендация. Если вы поставили орхидею, например, листьями в воде, и видите, что нет никакого результата, поменяйте способ реанимации. Поставьте вот так шейкой над влажным керамзитом. Меняйте способы. Орхидеи очень любят, чтобы несколько способов сочетались. Вот как в данном случае я вам рассказывала. Если корни уже ни в какую не идут, надо простимулировать. Опять, это же имбирная вода, янтарная кислота. В данном случае Rebuff Extra по шейке у этой орхидеи я не использовала. Но я предполагала, что дальше я буду стимулировать. Просто это не понадобилось. Поэтому, если ни в какую не идут корни расти, шейку аккуратненько смажьте препаратом Rebuff Extra. Очень хорошо после него нарастают такие корни. Но опять же, и янтарная кислота, и имбирная вода тоже сами по себе дают очень хороший толчок и идут расти именно корни. Поэтому тут надо терпение. Бывает как очень быстро, так же бывает и очень долго. Конечно, сейчас весна, больше света. Это все способствует к тому, чтобы реанимашки шли в рост. Если зимой, надо иногда, да, подождать листочки, подольше. К сожалению, у этих орхидей такие вялые, они и останутся. Восстановить 100% вот этот лист, нижний, вот здесь лист, либо вот эти два листика, видите, они вялые, к сожалению, не получится. Почему? Здесь уже произошел некроз тканей. Новые листья, видите, вот как в этом случае, они будут нарастать уже хорошие. И здесь вот я вижу, что растет хороший листик, в тургоре все хорошо. Но восстановить полностью старые листья мы не сможем. Но они выполняют очень важную функцию. Они сейчас питают нашу орхидею. Все удобрения, которые мы можем дать вот в этом случае, это только по листьям. Питание, увлажнение только через листья. Поэтому эти листочки играют важную роль, они нам нужны. Но, к сожалению, навсегда в таком вялом состоянии, в состоянии тряпочек, они уже и останутся. Если вот этот лист, вот я вижу, видите, с ним еще можно работать, но орхидеи не хватает сил, не хватает корней его питать, то, конечно, нижними листьями придется когда-то, далеко вперед, если заглядывать, придется, конечно же, распрощаться. Но, скорее всего, по опыту, потом, когда мы сажаем такие орхидеи уже в грунт, здесь же понятно, что это временная конструкция, эти листочки постепенно желтеют, орхидея из них вытягивает питание для того, чтобы себя прокормить, и они пропадают. Но ничего страшного, нарастут новые листья, которые будут питать орхидею и радовать также нас с вами зеленой Расскажите массой. В комментариях, какие сейчас есть у вас реанимашки и какие эффективные способы наращивания корней листьям орхидеи, у которой вообще нет корней, вы используете, видите действительно хорошие результаты. Жду вас дальше в комментариях, очень интересен ваш опыт. А всем хорошего времени суток. Пока-пока.